Приветствую всех садоводов! Сегодня у нас очень важная тема. Как вырастить по-настоящему мощную рассаду перца. Если хоть раз была ситуация, когда сеянцы вытягивались и выглядели хилыми, то этот разбор точно поможет. Ну что, знакомая картина? Рассада потянулась вверх, стебельки тонюсенькие, и кажется, что весь будущий урожай под угрозой. На стоп, без паники. Это самая распространенная проблема, и у нее есть решение. В этом разборе мы как раз и заложим тот самый крепкий фундамент для будущего урожая. Мы изучим работающие экспертные техники, чтобы растения получились коренастыми, сильными и, конечно, продуктивными. Ну что, поехали? И вот что интересно. Чтобы остановить это вытягивание, на самом деле нужно всего два инструмента. Два главных фактора, которые мы можем и должны контролировать. Это свет и температура. Итак, инструмент номер 1. Запомните это число — 14. Именно столько, 14 часов света в день, нужно рассаде перца. И тут не нужны какие-то суперлампы, подойдут обычные дневного света. Это заставит ее прекратить тянуться вверх и начать расти, что называется, вширь. А вот и второй наш козырь. Температуру днем нужно немного понизить. Да-да, именно так. Идеальный диапазон, вот он, от 22 до 24 градусов. Для растения это такой сигнал. Эй, притормози, не надо так гнать вверх. Ну а теперь самое интересное. Такой, знаете, садоводческий лайфхак. Как это все совместить на практике? Все гениальное просто. Днем выносим рассаду в более прохладное, но обязательно светлое место. Скажем, на застекленный балкон. А на ночь заносим обратно в тепло комнаты. Вот эти перепады, эта разница между днем и ночью, они и творят чудеса. Растения естественным образом становятся ниже и крепче. Отлично, вытягиванием мы остановили. Что дальше? А дальше переходим к следующему этапу. Теперь будем строить мощную корневую систему с помощью пикировки, ну или по-простому пересадки. И это, поверьте, один из ключевых моментов. Ну а перед этим минутка теории, чтобы все были на одной волне. Что такое семидоли? Это самые-самые первые листочки, которые вылезают из семечка. Они не похожи на настоящие листья перца. Вот их-то нам и нужно запомнить. Они наш главный ориентир. Так, а вот и сама техника глубокой пикировки. Смотрите, все по шагам. Первое. Ждем, когда появятся 2, а лучше 3 настоящих листочка. Второе. Перед тем, как трогать рассаду, хорошенько ее поливаем. И третье. Самое-самое главное. Пересаживаем наш сеянец так, чтобы заглубить стебель прямо до этих самых семидольных листочков. Это критически важно. И зачем все это? А вот зачем. Как говорит эксперт, на том кусочке стебля, который мы закопали, растение начнет формировать дополнительные корни. Представляете? Корневая система станет в разы мощнее, а значит и все растение будет сильнее. Пересадили. Растение в стрессе. Казалось бы, пора его хорошенько накормить, да? А вот и нет. Следующий шаг для многих оказывается полной неожиданностью, даже может показаться контринтуитивным. И вот он, главный вопрос, который мучает всех после пикировки. Ну что, пора вносить удобрение, ведь растению нужна помощь? И ответ — категорическое «нет». Ни в коем случае. Почему? Да потому что обычные удобрения в этот момент слишком агрессивны. Можно запросто сжечь те самые нежные, новые корешки, которые мы так старались нарастить. Весь труд пойдет на смарку. Так чем же помочь? А вот тут на сцену выходят аминокислоты. Это такие мягкие биостимуляторы. Они и стресс снимут, и рост корней подстегнут, и даже фотосинтез улучшат, листья станут темнее, насыщеннее. И самое крутое, не обязательно бежать в магазин. Простейший источник аминокислот есть у всех на кухне. Это обычный мясной или костный бульон. Да-да, самый простой бульон. Ну а теперь, внимание! Мы подошли к моменту, который я бы назвал ага-моментом всего этого разбора. Поговорим о сроках созревания. И это то, на чем спотыкаются даже садоводы с большим опытом. Потому что сейчас будет информация, которая, скорее всего, заставит пересмотреть все планы на посадку. Это тот самый секрет, о котором почему-то молчат и производители семян на пачках, и многие блогеры. И вся разгадка кроется в том, что у перца есть 2 вида спелости. Есть техническая спелость, это когда перчик уже вырос, он зеленый, хрустящий, его уже можно есть. А есть биологическая, это когда он полностью созрел, стал, например, красным, сладким, и его семена готовы к сбору на следующий год.
А теперь давайте проследим весь путь. Вот распустился цветок, это наш нулевой день. Примерно через 30 дней мы получаем тот самый зеленый перчик в технической спелости. Но, чтобы он стал красным, то есть достиг биологической спелости, ему нужно еще дней 40. Итого в сумме получается около 70 дней. 70 дней от цветка до по-настоящему спелого плода. А теперь математика, которая все ставит на свои места. Когда на пакетике с семенами написано «ранний сорт» 110 дней, имеется в виду срок до технической спелости. Прибавляем к этому наши 70 дней на полное созревание, и что мы получаем? Почти 6 месяцев. 6 месяцев до первого красного перчика. А у поздних сортов этот срок может растянуться до 8 месяцев. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Что ж, давайте подведем итог. Мы разобрались, как не дать рассаде вытянуться с помощью света и температуры, как правильно делать глубокую пикировку для мощных корней и чем ее подкормить, чтобы не навредить. И, самое главное, мы расшифровали настоящие сроки созревания перца. И вот в конце главный вопрос, над которым стоит задуматься. Теперь знаю, что реальный цикл от семечка до спелого плода может занимать 7, а то и все 8 месяцев. Достаточно ли рано начинается посев, чтобы получить по-настоящему богатый урожай спелых сладких перцев?